что пригласили меня на этот вебинар. Будем говорить о применении ЛИН в системе здравоохранения в Великобритании. И я буду говорить сначала немножко о самой себе. Меня зовут Улима, я главный консультант в компании Green File Development. Системой ЛИН занимаюсь, наверное, где-то с 2003 года, может быть, мне примерно столько же лет опыта здесь, сколько воркфрому, много проектов у нас было в здравоохранении, в бизнесе и так далее. И в том числе мы занимались программой устойчивого развития бережливого производства в лондонской олимпийской стройке 2012 года. Мы специализируемся на операциях, а также на бережливых операциях, на устойчивом развитии, на 6 сигма. Поговорим сегодня о том, что мы делаем в области здравоохранения, о деятельности в этой области в Великобритании. Итак, реализован в больнице Национальной службы здравоохранения Великобритании или NHS. Мы рассмотрим несколько кейсов. Также мы проведем несколько коротких упражнений, которые вы сможете самостоятельно выполнить на своем рабочем месте в ходе вебинара. Итак, начнем без промедления. У вас сейчас представлено 10. Смотрите, пожалуйста, если у вас самих такие потери, время на работе в ожидании, пока что-то произойдет, пока вам будет доставлена информация, придут люди, будут доставлены какие-то материалы, вы много времени тратите на спешку, на то, чтобы бегать туда-сюда. Очень много изменений происходит в вашей работе, вы что-то делаете, а потом приходится переделывать, потому что много изменилось. Часто в системах здравоохранения много раз туда-сюда происходит транспортировка предметов, информации, даже пациентов и другие типы транспортировки. И иногда происходит избыточный заказ материалов, после чего мы не можем найти. Еще одна проблема. В других случаях оказывается, что две разные команды, выполняя одну и ту же работу, делают ее по-другому. То есть люди работают не по плану. И поскольку все мы люди, все мы совершаем ошибки, и иногда это происходит из-за того, что наши процессы не идеальные, соответственно, в них возникают дефекты. Поскольку дел у нас очень много, иногда бывает, что хорошие идеи, предложения никак не записываются, не фиксируются, нет полезных каналов, по которым можно эту информацию куда-то передать, и в результате много хороших идей, улучшений потенциальных теряется и не реализуется. Но и две разные команды, выполняя одну и ту же работу, получают совершенно разные результаты. Неравномерное распределение усилий. И это большая проблема, отсутствие стабильности. То есть у нас вариации в процессах, и становится очень трудно управлять этим процессом. И, наконец, в очень многих местах, в больницах и так далее, что-то делается вообще впустую, то есть просто абсолютно бесполезная деятельность решается, и люди думают, зачем мы это делаем, в чем потребность, почему нам это нужно, мы столько времени тратим на заполнение каких-то слишком сложных бланков, форм, на отправку отчетов, которые никто читать не будет и тому подобное. И я все
например, называю потерями. Их часто называют скрытыми потерями, потому что они являются частью нашего рабочего места, рабочего процесса. Мы видим их каждый день, и если мы замечаем их больше, то они становятся как бы частью нашей повседневной рабочей жизни. Это проблема. Эти скрытые потери очень много съедают наших усилий, отрывая нас от обслуживания пациентов, других заказчиков, и в итоге получается, что у нас времени нет, мы торопимся изо всех сил, но ничего не успеваем. Посмотрите, пожалуйста, есть ли у вас такие типы потерь на своем рабочем месте? Вот если вы по ссылке скачаете файл под названием «Упражнение 1», мы для вас подготовили этот бланк, где вы можете отметить, посмотрите, пожалуйста, замечали ли вы подобные типы потерь на своем рабочем месте. И также для себя отметьте, пожалуйста, насколько это серьезные проблемы. То есть 1 балл, если не очень серьезная проблема, 5, если очень серьезная. То есть вы можете оценить в баллах, насколько проблема серьезна. Так, пока всем все понятно. Okay, what we have is my colleagues here at OGPROM has produced a worksheet for you to have a quick look through and to show very quickly circle those boxes on the left. Посмотреть на него. И вот слева в квадратиках перечислены цифры потерь, и справа у вас шкала овальная и несколько напоминаний. Стоит, наверное, пару минут потратить, да, для того, чтобы немножко на это посмотреть. Если есть вопросы, пожалуйста, отправляйте, я на них постараюсь ответить. So let's have a look to see how you guys are feeling about this. Is there any big problems? Так, посмотрим, есть ли какие-то проблемы, кто как справляется. Ответы ведущему предоставлять нет необходимости, вы это делаете для самих себя. If you want to start a discussion with the colleagues over this, you're welcome to prepare a sheet, send a copy to OGPROM, start a discussion. То, пожалуйста, отправляйте заполненные бланки WorkProm, и это послужит началом разговора. Now, generally, I found when I was working in the UK that a lot of times they find that people are not working to plan. They have a timetable, не работают по плану, because different что teams есть cannot некий get things график, done, но из-за того, что разные команды что-то не успевают end up сделать working вовремя, at different stages. Materials are ready, people are not, people are ready, materials are not. плану, на каком-то этапе материалы готовы, люди не готовы, или наоборот. Also, a lot of people say that the 9th Еще многие говорят, is uneven effort. что People find that 9-е, different teams do the same job very differently. I наверное, don't know whether распределение that's the same усилий, situation. тоже жалуются, что разные команды совершенно по-разному выполняют одну и ту же операцию. Не знаю, насколько в России это актуально, но в Великобритании мы часто с этим сталкиваемся. Also, because of И также system and also because they are not totally efficient, people spend a lot of time waiting. Из-за того, что это не слишком эффективно, очень много людей ожидают чего-то от пациентов или информации какой-то от системы здравоохранения и так далее. So, what we have now is that we all had a quick look. Shall we move onwards? Итак, Yeah? если все быстренько посмотрели эти бланки, заполнили, тогда будем двигаться дальше, да? Okay, let's go to the next slide now. What I wanted to Отлично, переходим к следующему слайду. look at is really we're looking at several ways of improving healthcare. We are Смотрим на несколько уровней совершенствования здравоохранения. Мы смотрим на развертывание бережливого производства, решение проблем. Мы смотрим на использование инструментов качества из системы 6 Sigma. И также мы смотрим на общую результативность процесса в целом. So what I wanted to do now really
is to just go through these very, very quickly. Я хотела бы очень быстро рассмотреть каждый из этих 3 аспектов, чтобы все понимали, с чего мы начинаем. Итак, всем нам бережливое производство, она связана с сокращением потерь и с улучшением потока процесса. Now, we looked at the 10 common hidden waste earlier, so we're trying to reduce some of those to make the process flow faster. Потери мы стараемся их сократить для того, чтобы процесс ускорить, пациента быстрее мог принять специалист, проконсультировать и написать необходимое лечение. Не качество, но мы смотрим немного по-другому. Мы смотрим, каким образом возникают ошибки и как нам принимать решения на основании информации и фактов, а не гадать, как обстоят дела. Конечно, предполагается, что в здравоохранении гадать не положено, но все равно многие часто думают, ну, я этим уже 30 лет занимаюсь, я знаю, что обычно дела обстоят вот так вот, но применение подхода 6 сигма как раз и обеспечивает, что все решения принимаются именно на основании фактов. Да, ваши знания важны, но они должны быть подкреплены фактами и данными. Важно, но сейчас поговорим об общей результативности. Обычно, когда мы смотрим на процесс, нужно думать, а все ли готово, доступно для выполнения работы. Говорим об оборудовании, информации, все ли необходимые элементы работы доступны. Работает ли оборудование, работает ли на полную мощность и так далее. Сходным образом, или команда в сборе. В Великобритании часто бывают проблемы, когда у нас не хватает штатного персонала, приходится нанимать, например, сестер дополнительных, когда мы вот таким образом временную рабочую силу привлекаем, они знакомы с нашей системой, работают медленнее, что влияет на результативность процесса. Так что вместо того, чтобы процедура занимала 20 минут, она может занять, допустим, 25. Кажется, что 5 минут это немного, но если просуммировать их в течение суток, то может оказаться, что за это время вы приняли 1-2 пациентов. И затем, разумеется, мы рассматриваем на качество исхода. Если все люди заняты, а при этом планирование плохое, то вы не сможете обеспечить хороший результат. Я знаю, что все специалисты здравоохранения во всем мире хотят оказывать максимально хорошие услуги. So if you do all these things, the results are we can save money, we can save time, and we can save a lot of effort. Оказывается невозможно из-за плохого процесса. And of course, we can reduce our errors and mistakes, and this results in saving lives, which is probably the most также, разумеется, сократить число ошибок, и в конечном итоге это спасает жизни, что для нас, конечно, самое главное. Right. So let's look at the improvements. А теперь посмотрим на улучшения. Их можно разбить на 2 основные группы. Это стратегические улучшения на уровне федерального, регионального правительства. Политики. Что мы будем делать и как нам это делать? Также мы смотрим на воздействие внешних факторов, которые находятся вне вашей больницы. Транспорт, погода, ситуация в области и так далее. Мы смотрим на цепочки поставок, например, каким образом мы можем удостовериться, что наши медицинские расходные материалы доставляются тогда, когда нам нужно, и попадают к нам в хорошем состоянии и так далее. И затем мы должны думать о найме и чтобы познакомить их с используемой системой, чтобы они развивались при изменении требований и по-прежнему оказывали хорошие услуги. Улучшение. Но на операционном уровне, на уровне повседневной работы, мы рассматриваем свои процессы. Каким образом мы работаем и место работы, это наша палата, операционная, кладовая, аптечный пункт и так далее.
And then we also need to think about the processes, how we actually Также мы смотрим на процессы, каким образом пациент попадает в нашу систему, как он по ней перемещается, как мы с ним работаем, какие действия и процедуры мы с ним совершаем и так далее. So, and then we come down to individuals. Everybody involved in the healthcare system and the teams they work in. Каждый человек, который находится в системе здравоохранения, и команда, в которой этот человек работает. What I'm going to do is basically give you a quick update on what the strategic issues in UK healthcare are. Стратегические вопросы, актуальные для здравоохранения Великобритании. As you probably all know, that UK has voted to leave the European Union. Как все вы, возможно, знаете, Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. Brexit. And знаменитый Brexit. We have a problem. Because в связи с этим у нас есть проблема. 62 тысячи человек, работающих в здравоохранении, это специалисты из Европы, это 5,2%. И это проблема, потому что если у нас больше не будет здесь этих профессионалов, то что мы будем делать? Это достаточно большое число людей. Также у нас интегрированная система поставок по всей Европе. Многие медицинские материалы к нам приходят из Европы. Соответственно, если их будут задерживать на таможне, что тогда будет? Это затрагивает очень большое число людей на стратегическом уровне в системе здравоохранения Великобритании. Ситуация, которая всем нам знакома, это сокращение затрат. Затраты всем нужно сокращать все время. Сегодня сосредоточимся на операционном аспекте, на том, что мы делаем каждый день на нашем физическом рабочем месте, на людях и командах. Я предлагаю сосредоточиться на этом, потому что на это мы с вами все можем повлиять. Сегодня, завтра мы можем что-то изменить и достичь определенных преимуществ достаточно быстро. Итак, давайте посмотрим операционные области. На основании модели карты сбалансированных показателей для этого анализа. Я уверен, что если вы знакомы с этим подходом, хорошо, если нет, то наверняка вы сможете обратиться в WorkProm за пояснениями. Четырех областей мы рассматриваем финансы, пользователи и пациенты, и на них на самом деле влияет национальная политика в области здравоохранения, национальная политика. The things we and the hospitals and clinics can control is the people and how we do things. На что могут повлиять медицинские персонал и то, как мы выполняем наши рабочие процессы. И именно на это можно сосредоточиться, чтобы достичь быстрых результатов. Okay, so let's have a quick look. Two things I suggest you think about is на два аспекта, на которых я предлагаю сосредоточиться. Что нам нужно делать, что нам необходимо улучшать. Требования, предъявляемые к нам пациентами, и потребности самих систем, то есть то, что нам нужно предоставить. Then we look at how are we going to do it, the solutions, how we're going to deliver all these requirements. Как будем это делать, решение, как мы будем эти требования удовлетворять. From this diagram at the bottom, that it's two things. What do we need to do, how to deliver it, and that's a very good system to что мы будем делать и как мы будем это делать, это очень хорошая система, которая позволяет рассматривать проблемы, и это помогает нам сформулировать решение. So, if we go to the next slide, it's a bit more complicated, so I will go through it slowly. Немного сложнее, поэтому я объясню медленнее. Эта матрица, она основана на доме качества. О доме качества вам расскажут коллеги из WorkProm. По сути, здесь мы составляем перечень всех требований. В левой части матрицы. Потом наверху мы перечисляем все возможные решения.
can be used На to матрицу вы увидите, каким образом каждое из решений можно использовать для sometimes they can deliver more than one need, so that's very good. решения And you can score или them нескольких again проблем, from удовлетворения 1 иногда to 5 нескольких потребностей. И мы можем тоже оценить эти решения по шкале от 1 до 5 в плане эффективности этого решения. Пока всем все понятно? Right, so let's look at an example. Давайте рассмотрим пример. Now, this is just an example. If you look at this diagram, you realize that sometimes solutions Если вы посмотрите на эту схему, то вы увидите, что порой решения могут быть направлены на удовлетворение более одной потребности. Например, если мы посмотрим на решение номер 4, то мы увидим, что это решение очень хорошо удовлетворяет первую потребность, потому что там стоит цифра 5. Четвертое решение также очень хорошо удовлетворяет потребность номер 4. Там тоже мы поставили балл 5. Но потребность номер 2 она удовлетворяет не очень хорошо. И по такой матрице мы можем определить, какое решение будет способствовать удовлетворению предъявляемых нам требований, и потом сказать: отлично, нам нужно больше одного решения, чтобы закрыть все потребности, но мы можем выбрать наиболее эффективные из доступных нам решений. Это достаточно прямолинейный способ рассмотрения этих решений. Может быть, процесс проведения ультразвуковой диагностики, и мы можем перечислить слева требования, допустим, где-то, что у нас работает аппарат, что у нас присутствует персонал, что отчет будет быстро сформирован, что эта диагностика будет проведена должным образом и так далее. And then you look at the solutions, well, making sure staff are available, you make sure your rostering is doing well, so all the staff как убедиться, что у нас to be available. графики составлены, чтобы персонал присутствовал в проведении диагностики, потом как проводится техобслуживание медицинского оборудования, чтобы оно было доступно и хорошо функционировало. Ставить уведомление пациенту, пригласить его на ультразвуковую диагностику и так далее. И мы можем посмотреть, каким образом эти решения способствуют удовлетворению предъявляемых к нам требований. Now, you can say, well, okay, these solutions are very, very good, but there may be something a bit more to think about. So let's look at the next slide. Но, возможно, стоит задуматься еще кое о чем. So, for example, Смотрим let's следующий take слайд. Solution Допустим, number 4 to meet четвертое retirement решение, number 4. So, what которое we have удовлетворяет is потребность another model, 4. the strength, weakness, Здесь есть еще одна модель, это анализ сильных и слабых сторон. What do we need to do to deliver this? Are we any good at delivering this solution? Because that's a very Что нам good вообще job. нужно, Do we насколько have the хорошо right мы skills? Do we сможем have the right это решение реализовать. Если у нас people? необходимые навыки, Do we have the right если у tools? нас And if нужные we люди, don't have подходящие these things, what's going инструменты, to happen? и So если look их at у нас the нет, то little что произойдет? SWOT diagram there. Смотрим на Left side, the strength and the маленькую opportunity, схемку, SNO, свод. tells you То what есть S happens и if it O goes – это well. сильные стороны и возможности, And the other описывают, side, что произойдет, если все пойдет хорошо. the В правой W части and the T, the weakness таблички and the буквы threat, W и T, tells us what которые относятся happens к if we слабостям don't и have the угрозам, skills and requirements. описывают, что произойдет, если у нас не So this будет is just a simple way of необходимых helping навыков us work и out так далее. how Это well простой we анализ, can который manage the позволяет situation. определить, насколько качественно мы в состоянии справиться с ситуацией. And also give us an idea of how we can Также это actually позволяет нам make составить sure представление о that том, как the мы requirements можем have been met удостовериться, что and we can go требования forward that way. удовлетворяются. Now, earlier I Если mentioned мы the balance будем scorecard. This is a вот таким образом, very я уже simple упоминал карту business model сбалансированных that показателей. Это очень splits простая бизнес-модель, a business в issue into которой 4 main мы areas. разделяем некую бизнес-проблему на 4 основных области. Well, for the starting areas, for example, finance, money,
cash, whatever you want То to есть call it. начинаем And участвовать then в the second финансах, area, the red денежных area, is средствах. customers, Затем users, patients. красная зона – это пользователи, пациенты или заказчики. The green area is about the people, our people. How skilled they are, do we have enough of them, are they all near retirement age, are they all very young, and so on. Не приближаются ли они все к пенсионному возрасту, или, может, наоборот, слишком молодая рабочая сила. И что эти люди хотят, чего они от нас хотят как от организации, а также чего мы хотим от них как работодатель. And finally, the blue area is about how we do the work, the processes. Это как мы выполняем работу, процессы. And you can use each of those areas to analyze any improvement. Каждую из этих областей мы можем использовать для анализа возможностей улучшения. То есть, допустим, мы что-то улучшили в одном месте, как это повлияет на пациента, как это скажется на наших финансах. And also, how would that mean that if we're going to do better at the ultrasonic, what does that mean for our staff, the team? Образом, например, улучшение ультразвуковой диагностики повлияет на наш персонал, на нашу команду. And then, finally, what process do we have that can deliver a bit better ultrasound? Какой у нас есть процесс, который позволит улучшить результаты ультразвуковой диагностики? So, okay. Так он-то мне нормально спишет, участники жалуются. Что мне нужно сделать? 1, 2, 3, 4, 5, тест. 1, 2, 3, 4, 5, тестируем звук. Продолжаем? Okay, let us continue. Okay. Right. So, as I was saying, we can analyze the situation in these 4 areas. Я говорил, необходимо анализировать ситуацию в этих 4 областях. Look at this slide. It's looking at the improvement itself. Следующий слайд, то здесь мы рассматриваем непосредственно сами улучшения. You can say, well, okay, По этим 4 категориям мы можем сказать, допустим, хорошо, пользователи, пациенты, процесс, персонал, каким образом некое улучшение повлияет на каждую из этих областей. And then we can look at the improvement affect our capabilities, the strength, weakness, то, как это повлияет на наши мощности и возможности. То есть проведем свод-анализ. So you're saying, well, strengths, let us explore opportunities. Мы говорим, сильные стороны позволяют нам исследовать наши возможности, использовать их, реализовать их. А слабые стороны это то, из-за чего мы можем пострадать, на что могут влиять угрозы. Это дает нам некий бизнес-обзор улучшений, то, что можно применять в больнице. А теперь перейдем дальше. Ранее мы уже говорили об общей результативности. Общая результативность связана с 3 аспектами. Это доступность оборудования.
и персонала, потому что в отсутствии оборудования и персонала ничего не произойдет. Если, например, с утра оборудование не работает, то ничего не произойдет. Если посмотреть на результативность, это связано с тем, как люди выполняют свою работу. Если, допустим, в проектировании процесса, например, процесс проведения ультразвуковой диагностики, мы рассчитываем на то, что эта диагностика будет занимать столько-то времени на одного пациента. Если по факту оно занимает больше времени, значит все происходит медленнее, и, соответственно, мы не можем каждый день принимать плановое число пациентов, людям приходится ждать дольше или приходить на следующий день, мы сдвигаем графики. Качество результатов. Третий аспект. Чего мы ожидаем? Конечно, мы ожидаем, что от нас люди будут уходить в лучшем самочувствии, с восстановленным здоровьем, но иногда это получается не слишком хорошо, что мы с чем-то запаздываем, много потерь в наших процессах, что-то идет не так. Главное, что эти три аспекта у нас суммируются. В первой строчке мы видим, что строки А и Б, то есть когда мы начинаем терять какие-то ресурсы, то мы многое уже не в состоянии делать. And then you go to the next one down, the performance. If you have few people, a few machinery, you cannot do that much to start. Аспект производительности, если у вас слишком мало людей, слишком мало оборудования, то мы тоже не слишком много в состоянии сделать. Say you run a bit slower with a lesser effort. Мы работаем медленнее, и это означает, что мы можем и результатов меньше предоставить. Плюс, если у нас еще возникают ошибки, то результативность снижается еще сильнее. Как вы видите, очень много ресурсов у нас может теряться, возможностей, мощностей таким образом теряется. Overall effectiveness derived this from a term called overall equipment effectiveness, which is a part of total production общей результативности я выработал на основании показателя общей эффективности оборудования. Это элемент всеобщего производственного обслуживания. Это один из инструментов LIN, который чаще применяется на производственных площадках, но показатель общей результативности может применяться в больницах, офисах и так далее, где угодно. Поэтому, если вам интересно по всеобщему производственному обслуживанию, например, получить какую-то информацию, пожалуйста, обращайтесь к Корпрому, они вам с радостью ее предоставят. Теперь давайте посмотрим на деятельность по улучшению. Анализа называется MAIC, это инструмент 6 сигма, который основан на том, чтобы определить процесс, измерить параметры процесса, его результаты и так далее, анализировать результаты, улучшить процесс, и потом нужно убедиться, что мы контролируем достигнутые результаты, поставив хорошие цели. Это означает, что нам необходимо выявлять проблемы, вот там вот глазки нарисованы в правой части вверху, и мы должны обучать своих сотрудников, а также налаживать коммуникации с ними, чтобы доводить до них, что происходит. Сейчас я бы хотел вам показать очень интересный слайд. В верхней части у нас есть процесс, каким мы его спроектировали. Это достаточно ясный, аккуратный, хорошо спланированный процесс. Но в действительности все происходит по второму варианту. Даже если мы этого не осознаем, на самом деле все гораздо сложнее. Мы хотим достичь третьего варианта, когда все очень просто и выполняются только абсолютно необходимые этапы. Как вы видите, у каждого практически процесса есть вот эти три версии.
каким мы его себе представляем, это то, что сверху. На самом деле, чего мы часто не осознаем, но это вот вариант посередине, и каким этот процесс мог бы быть. Lean terminology, the middle one is the current state. В терминах Lean второй вариант называется текущим состоянием, and the bottom one is the future state. А нижний вариант называется будущим состоянием. Unfortunately, a lot of my colleagues in NHS tell me that this is how многие коллеги из системы NHS мне говорят, что видят это именно таким образом. Они проектируют процесс, а потом осознают, что по факту они работают не в том процессе, который спроектировали, а в чем-то гораздо более сложном. So I'm going to show you an example. I'll go through this quite slowly because it's a very interesting Я example. покажу пример. Я буду стараться медленно его рассказывать, потому что пример интересный. Okay. This is basically a London hospital. A consultant was trying to work out how long it takes больница people to see him. в Лондоне, и консультирующий психолог начал считать, сколько времени проходит, пока пациент может прийти к нему на консультацию. What we showed in this previous slide, the top one, it says 23 steps and 8 weeks. Вот верхний вариант. Согласно этому процессу 23 шага должно быть в процессе и 8 недель. So what he did was he did basically a process mapping, walked the process, and it took him 122 steps. Прошел по процессу, и оказалось, что на самом деле процесс состоит из 132 шагов и занимает 12-14 недель, то есть шагов чуть количество гораздо больше, чем по плану. Если посмотреть на результаты, то удалось эти 132 шага сократить до 54. Now, the patient now seen 4 and 8 weeks and 5 hours waste activity saved. What I want to do is show you a more detailed picture of this. Ждал назначения приема психолога. Сейчас я покажу более подробную схему. So, the consultant psychologist is saying, well, the current state is what everybody thinks. Психолог осознал, что текущее состояние не такое, как все думают, что на самом деле гораздо больше всяких этапов в этом процессе, очень много мелких изменений, обходных путей и так далее было встроено в этот процесс. А теперь посмотрим на более подробную схему. Слева у нас красным написано официальный, фактически оптимизированный процесс. В официальном процессе было 3 этапа. Этапов таких крупных оказалось 5. И фактическое текущее состояние включало на 2 этапа больше, причем никто об этом не догадывался. And if you look at the fourth one on the middle line, there's 48 steps, which is more than the original process altogether. The original process, I think, there only 23. То даже в оптимизированном процессе у нас 54 шага оказалось, хотя по плану было всего 23. So, a lot of things like we think нам, например, кажется, что вот когда мы предлагаем пациенту прием, на этом все заканчивается. То есть это этап П, зеленым цветом позначенный. Но на самом деле очень много усилий тратится на то, чтобы организовать этот прием у психолога, документы обработать и так далее. И это важная тоже деятельность, о которой никто просто не подумал, проектируя процесс. So, in some ways, he found that when he actually let everybody know what is happening by drawing out the process, they got rid of a lot of unnecessary steps. Составив карту процесса, чтобы все увидели вот эти вот ненужные этапы, и он заметил, что фактическое время в среднем этого пути сократилось с 787 минут до 476. And you can imagine how much work the hospital is saved by getting rid of those unnecessary steps. Сколько работы сэкономила себе больница, избавившись от ненужных этапов. Also, more importantly, how much better it is for the patient. Что важнее, насколько лучше это стало для пациента, потому что теперь пациент гораздо быстрее попадал на консультацию к специалисту. Okay, let's have a look. The thing is, теперь, sometimes, видите ли, it's not an obvious answer. And we will show you now an example from another value stream mapping.
Сейчас я вам покажу другой пример картирования потока создания ценности, где исход оказался достаточно неожиданным. И пример основан на консультационном кабинете, куда человек может прийти, встретиться с специалистом, не обязательно именно со своим врачом, получить лечение, и потом оплата за это лечение берется с зарегистрированного врача этого пациента. Очень удобная схема, но на самом деле не так все просто. На самом деле, когда руководитель решил посмотреть на потери в процессе работы этого консультационного кабинета, то в итоге они смогли сэкономить 100 тысяч фунтов в год за счет сокращения потерь. Это большая сумма, ее можно пару специалистов взять на работу. Был измерен критический путь пациента, картированы все этапы, и они осознали, какие процессы наиболее критичны, наиболее важны, и спроектировали новый процесс, в котором и обучили персонал, как работать по-новому. Люди ощутили, что они больше вовлечены. Они теперь понимают, что они делают, понимают, что работают лучше. Давайте посмотрим более подробно на этот пример. Человек, который проводил картирование потока создания ценностей, осознал, что на самом деле самым важным человеком в консультационном кабинете был не принимающий врач, а сотрудник регистратуры. Потому что если сотрудник регистратуры неправильно фиксировал данные пациента, то кабинет не получал оплату. But the point about it is suddenly realized that usually in these places, the receptionist is not well respected because they're not a doctor, they're not a nurse, they're just a temporary не слишком уважают, потому что это же не врач, это не сестра, это просто временный персонал. Все осознали, что их зарплата зависит от того, насколько правильно сработает сотрудник на регистратуре. Сейчас все осознали, что сотрудник регистратуры тоже член команды, что достаточно интересно. И, конечно, многие из этих решений несложные. Есть много способов совершенствования процесса, некоторые из них очень легкие в выполнении и очень практичны для вовлеченных команд. Следующий пример связан с тем, как сестра решила провести мероприятие по ПТС в своей палате. Те из вас, кто не знаком с системой ПТС, это процесс, который позволяет смотреть на организацию рабочего места, и это прекрасное начало для деятельности по ЛИН. Если хотите узнать больше, опять-таки, пожалуйста, связывайтесь с Workfrom, и они могут провести для вас семинар по этой теме. Поскольку в пациентах становится все больше, в палате становится все больше пациентов, в палате становится тесно, и подготовка медикаментов для каждого пациента тоже, этот процесс становится таким неорганизованным, возникают ошибки, а из-за ошибок получается, что мы уже не удовлетворяем потребность людей в соответствующей терапии. The nurse looked at it and she said, "Oh, right, let's do a process mapping of how we actually do the activity." Решила картировать этот процесс. Она картировала процесс выдачи медикаментов пациентам в палате. Также она составила так называемую диаграмму спагетти, то есть начертила непосредственно, каким образом сотрудники ходят туда-сюда по палате в этом процессе. С коллегами и объяснила, вот по какой траектории мы двигаемся, вот что мы делаем, можем ли мы делать это лучше.
она пригласила своих коллег подавать идеи по улучшениям, и за счет реализации этих улучшений они сэкономили время работы сестер на 32 тысячи фунтов в год, а также снизили риск заражения и невыполнения требований. Вы видите, что это долгосрочные преимущества. То есть сестра решила сократить число ошибок при выдаче медикаментов в своей палате, она провела тест скорректирования процесса, рассмотрела проблемы, и потом она с помощью коллег совершенствовала процесс. Сейчас, если немного вернуться, как видите, число ошибок сократилось в 6 раз, что достаточно поразительно. И на 40% повысилось соответствие требований, а потери клинических движений были минимизированы. И в целом эту работу стали выполнять гораздо лучше. И еще, кстати, эта сестра с тех пор получила повышение и сейчас занимает более высокую должность. Сейчас я хотел бы продемонстрировать пример. Sorry, let me just go back, check. I'm not sure which slide because suddenly I can't recognize your slide. Sorry about this. Простите, сейчас немножко сверюсь со слайдами. Yep. Okay. Right. Sorry about this. Okay. Sometimes the activities are not clinical area, but also other areas. Мы даже занимаемся действиями по улучшению не в медицинских областях, а в тех процессах, которые обеспечивают создание ценностей, как мы говорим в терминологии ЛИН. Рассмотрим простой пример. Когда пациент приходит в больницу, как происходит вот этот процесс госпитализации? Здесь тоже в качестве инструмента был использован анализ общей результативности процесса и картирование потока создания ценностей. Давайте посмотрим на пример. Здесь сестра-хозяйка рассмотрела, каким образом происходит регистрация пациентов. И когда мы принимаем пациента, нужно собрать 18-20 наборов документов. Сейчас, конечно, многое делается в электронном виде, но все равно нужно многое собрать, такие пакеты документов. И раньше 6-10 минут требовалось на пациента, для того, чтобы его принять на госпитализацию. Процесс упростили и, подготовив пакеты информации, чтобы к моменту поступления пациента уже все было готово. Это напоминает методику точно вовремя и быстрая переналадка, которую ЛИН использует. То есть они все упростили, постарались сделать легче. Опять-таки, если хотите познакомиться с системой точно вовремя и быстрой переналадкой, пожалуйста, обращайтесь за информацией в РКПРОМ. Могла сэкономить 35 часов времени работы сестры на госпитализацию каждых 100 пациентов. Это достаточно серьезная экономия времени. And she realized that a lot of forms are there, so she set it up and collect all the forms in individual patient type. Оказалось, что множество форм, которые используются при госпитализации пациента, они избыточны, поэтому было решено облегчить этот процесс, и, соответственно, и персонал стал более мотивирован, когда им стало легче выполнять этот процесс. And the nurse did very, very well there. So let's have a look at another example now. Тоже очень хорошие результаты были достигнуты. Посмотрим еще на один пример. Иногда, если подумать о том, что мы делаем, у нас возникают процессы, которые уже много лет существуют в наших организациях. Мы просто никогда о них не задумываемся. Мы просто работаем день за днем, многое меняется и так далее. И в итоге процесс обрастает большим числом действий, которые не всегда необходимы. И в данном случае старшая сестра решила рассмотреть такой процесс и выяснить, что в нем действительно происходит.
This hospital is one of the major hospitals in London, which specializes in a lot of одна из blood крупнейших investigation. лондонских People come all over больниц, England to do которая this. специализируется на Sometimes people come анализе from крови, то overseas есть люди со всей to do blood Англии съезжаются, иногда даже из-за границы, чтобы сделать здесь анализ крови. He basically mapped the whole process and Если картировать look at all the процесс, non-value steps in the если process. рассмотреть все этапы этого процесса, которые не добавляют ценности, And he saved 74% of the time, from 8 hours, 8.5 hours to 2.25 hours, which is quite вместо 8 amazing. часов 2 часа 15 минут на это тратить, то есть This is экономия actually времени very составляет interesting situation. 74%, что очень значительная экономия. Ситуация на самом деле довольно интересная, потому что We realize that the current state is very inefficient, a lot of water текущее around, состояние, and как lot of все осознали, было очень неэффективным. Там было очень много вот этих обходных путей, много ненужных бессмысленных he действий. looks at ways to improve this. And I will go through this in some detail with you because this is quite an interesting Искать способы example. это улучшить. Рассмотрим подробнее, потому что пример интересный. Now, if you look at the top line, Если it says посмотреть before, that the sort of вот old current state. верхнюю строчку, где написано «до», это вот But what happened was текущее that состояние. То есть все вот это вот делалось, used но to have a very small, этой fast freezer. So в once палате раньше blood был was frozen, маленький и быстрый холодильник, то есть they когда move кровь it to заморожена, another freezer, когда кровь which belongs to somebody замерзала, ее else. переносили в другой холодильник, который относился к другой палате, где эта кровь хранилась. And then when that freezer got full, they found a third freezer to keep it. Холодильник заполнялся, то нашли третий холодильник для So now хранения you крови. know this blood has been moved twice, right? То есть уже получается, что образцы крови 2 раза из одного холодильника в другой перекладывают. Now they have a big fast freezer which can store all the blood А they need. теперь в палате был большой холодильник, в который могли поместиться все образцы. То есть теперь оборудование было обновлено, но через несколько минут сотрудники все равно доставали образцы, переносили в другой холодильник и потом в третий. То есть по-прежнему 3 раза образец крови перемещали из одного холодильника в другой. So the storage is basically no longer the same. Basically, you put it in a freezer and then you're good to go. You don't have to move it. Холодильник уже другой. Холодильник уже был модернизирован, то есть не было необходимости перемещать образцы в другой. Now, in the early days, they designed the process because they have to get a courier to take the thing to a different потому что нужно было вызывать курьера, нести этот образец крови в другое здание на анализ. The timings, if you look at the top line again, is 2 hours of storage, 30 minutes of transportation, 2 hours 2 часа у нас ожидание занимает, 30 минут транспортировка, и потом еще 2 часа в лаборатории. Но сейчас многое из этого уже не нужно, но все по-прежнему выполняют эти действия, потому что никто просто не задумывается, зачем они нужны, почему они в этом процессе есть. Смотрим процесс, где множество ненужных этапов And of course, those that hit the ones we are most obvious. The other ones, like if you look at all the other times, everything is cut back on this process because he looked at all the wasted activities, equipment not lined up properly, people moving more than necessary. Все эти потери, плохая расстановка оборудования, излишнее перемещение людей, все это обычные, распространенные, скрытые потери. If you look at the savings, 10 minutes each way, not 5 minutes, Экономический эффект, казалось бы, там 10-15 минут на каждый образец. Казалось бы, это немного, но в сумме разница получается значительная. Самое главное в этой ситуации было то, что если вы пациент, который пришел сдать кровь на анализ, то результаты вы сможете получить уже через 2,5 часа. А это значит, что многим людям придется возвращаться. Или если что-то не так, то тоже можно быстро с этим разобраться гораздо быстрее. He told me of the days that usually there are people coming in from overseas to do a blood test, and then they went home straight away, and then they realized they have to come back to London again for another check because they lost the сдал кровь на анализ, уехал обратно, потом оказывается, что нужно возвращаться в Лондон, потому что такая информация была утеряна, нужно переделывать анализ. Это, разумеется, очень стоит, много усилий тратится, а сейчас люди могут просто пару часов подождать в больнице и сразу же получить результаты своих анализов.
Okay. Now, the thing about reducing waste, когда мы говорим о сокращении потерь, is that we're looking at cost of medicine. As you probably know yourself, the cost of medicine is getting higher and higher, and we got to think about известно, лекарственные средства стоят все дороже, и мы начинаем думать, как бы не тратить их впустую. И иногда в палате которые выписаны пациенту, не полностью используются, потому что врач, например, назначил другой медикамент этому пациенту и так далее. Раньше эти неиспользованные лекарства просто отправляли обратно в аптечный пункт больницы в большом мешке. И фармацевт мне сказал, мы лучше можем сортировать поступающие к нам, вот возвращающиеся медикаменты. Неиспользованных медикаментов из палат и возвращения их в аптечный пункт. Этот процесс смогли реорганизовать, обеспечили должное этикетирование. Справа вверху вы видите полный беспорядок. Сейчас гораздо все аккуратнее организовано и легче находить нужные медикаменты. И что самое главное, поскольку эти медикаменты были выданы в палату, они считаются оплаченными. И все, что не было использовано до конца, это как бы такой бесплатный ресурс получается. Это означает, что траты у больницы сокращаются, потому что мы повторно используем недоиспользованные медикаменты, которые один раз были выписаны. От 100 до 200 единиц медикаментов собирали обратно в аптечный пункт с 50 участков, и все это нужно было сортировать. Таким образом, улучшив процесс, они сэкономили 96 тысяч фунтов на один аптечный пункт. Это и для системы здравоохранения большие деньги для людей. Это то, что есть в каждой больнице, не до конца использованные медикаменты. Если плохо организовать процессы их сбора и возвращения в аптечный пункт, то у нас получаются вот такие потери. В данном случае фармацевт все реорганизовал и убедился в том, что можно повторно использовать эти медикаменты, и врачи, соответственно, тоже могут как дома, когда вы купили в аптеке пачку таблеток, и она ваша. Но в больнице, если вы находитесь в больнице, и вам выписывают какие-то таблетки, то если вы только половину этих таблеток выпили, то можно оставшуюся половину вернуть в аптечный пункт. И это очень сильно сокращает затраты и потери. Также очень важно, что у людей людям стало лучше работать, у них поднялся моральный дух, потому что им стало приятно видеть, что вот они что-то простое сделали, и в результате очень много сэкономили материалов. And as you probably imagine, London, like everywhere else, we are always under concern about how much medical costs are increasing. И в Лондоне, и в всех других местах постоянно уделяют большое внимание экономии затрат, в том числе на медикаменты. И вдруг вот эти вот простые сотрудники, обычные фармацевты, обеспечивающие процесс, почувствовали, что они внесли вклад в это сокращение затрат, что они что-то изменили к лучшему, что тоже очень положительно сказалось на их моральном настрое. И в значительной степени больница зависит от аптечного пункта, потому что если аптека хорошо функционирует и пациенты получают нужные медикаменты в нужное время, то все идет лучше. Следующий пример, который я хотела бы вам продемонстрировать, тоже связан с вспомогательным процессом. Мы здесь говорим о процессе транспортировки пациентов из палаты на обследование, на консультации специалистов и так далее. Это делается силами санитаров-носильщиков. И санитары, которые переносят пациентов, перевозят их, они зачастую воспринимаются как такси, как транспортная служба, а не как полноценные члены команды. When people are not engaged, they're not informed what's happening, errors and mistakes happen. Не вовлечены, не говорят о том, что происходит, то возникают ошибки. Это просто работа. Вот санитары возят пациентов туда-сюда и особо не задумываются об этом.
My colleague is another very large London hospital, and what еще одной крупной лондонской the больнице. patient was moved by a porter and just left in the corridor. Оказалось, что And the patient санитар отвез пациента и оставил в коридоре. Пациент выпал из инвалидного кресла, из кресла-каталки. Произошел несчастный случай, пациент погиб. And this led to the fact that something is not right. And they realized that То есть это заставило всех осознать, что что-то в этом процессе не так. И персонал понял, что вот форма информационная очень сложная, и заполнение этой формы на перемещение пациентов этого бланка занимает 7 минут. И санитары просто не хотят с этим возиться, для них это слишком долго. В итоге должным образом заполняются буквально 4 в 12% случаев формы, то есть очень низкий уровень выполнения требований. Мой коллега провел анализ процесса, чтобы выяснить, что происходит на каждом этапе. Разработал очень простой бланк, вы видите его справа. And on the bottom, the porter actually signs внизу этого бланка санитар расписывается, что вот он берет на себя ответственность за пациента. Когда пациента доставляют на место, то в этом бланке расписывается сестра или кто-то другой, кто принимает пациента. И это сразу сделало санитара частью команды. He's not a taxi service anymore. He's actually part of the whole medical team now. Такси, а полноценный член команды, оказывающий медицинские услуги. Really, that boosted their morale because they suddenly realized we do make a difference and we can make a difference. Улучшило моральный дух, потому что люди тоже осознали, что они что-то меняют и могут изменить к лучшему. So, the main outcome is that things are safer. И основным результатом стало повышение безопасности, улучшение процесса. And that means that the hospital has saved 3 million pounds from legal costs. В этой больнице в итоге сэкономили 3 миллиона фунтов. Это то, что раньше тратилось на судебные разбирательства, выплаты компенсации и страховые выплаты. So in this case, you can think about the benefit. The process is improved. Можете себе представить преимущества. Процесс стал лучше, люди более вовлечены, пациенты получают лучшее обслуживание и, наконец, огромное количество денег больница экономит. Этот процесс был проанализирован, был разработан новый процесс, простой бланк, форма на одну страницу, и теперь санитары часть команды, и процесс стал лучше. Далее я хотел бы посмотреть на улучшение процесса в целом. И во многих этих примерах, которые мы с вами рассматривали, не нужно обладать особыми навыками по бережливому производству или 6 сигма. Это просто базовые навыки анализа, выход на процесс и желание что-то улучшить. Я знаю, что люди, занятые в здравоохранении, всегда хотят сделать процесс лучше, так что здесь трудностей не возникнут. И примеры, которые я вам продемонстрировал, это все достаточно быстро реализуемые улучшения и практически бесплатные. Я покажу более сложные и высокоуровневые методики. В следующем примере мы рассмотрим HEIDZUNKA. Это методика выравнивания загрузки и СМЕД, или быстрая переналадка. Это организация рабочего места для повышения эффективности процесса. Потом подробнее рассказать о КРУ. Но здесь, конечно, более подробный анализ нужен, но на самом деле это тоже достаточно простые методики и при этом очень полезные. Первый пример, который я хотела бы представить, связан с выравниванием загрузки.
activity in the hospital. Здесь речь идет об ультразвуковой диагностике в больнице, и справа, слева на картинке вы видите вот эти пики нагрузки в течение дня. Если правильно спроектировать помещение, то можно лучше распределять нагрузку и лучше, эффективнее задействовать имеющиеся у нас ресурсы. Мощности оборудования использовались плохо, процедуры выполнялись медленно, а спрос на ультразвуковое обследование рос год за годом. Ранее говорил об общей результативности. В первом случае доступность оборудования была не слишком высокая. Из-за традиционных устаревших процедур результативность процесса была низкая. Просто приходилось поддерживать качество, поэтому работать было здесь очень трудно. Done a process that reduced the waiting time from 19 to 8 days. The takt time, which is the другой процесс, который сократил время ожидания, время такта, то есть обслуживание каждого пациента тоже значительно сократился. They divided the rooms, which you can see on the picture on the right at the bottom. There are 4 rooms. Справа внизу было, вы видите, что есть 4 помещения по вертикали обозначены. A lot of the rooms are routine work, short. Или много работают, стандартная работа, где все знают, что делать, где легко контролировать время. Эти процессы обозначены зеленым цветом, рутинные, желтым обозначены другие действия, которые занимают больше времени, а синим это особые случаи, более сложные процедуры, а красная это для экстренных ситуаций. Как видите, реорганизовав использование помещений, они смогли развести рутинные и сложные обследования и смогли на 40 дополнительных ультразвуковых сканов в неделю проводить. То есть это значит, можно на 40 пациентов больше принимать. And this case is really looking at a value stream mapping, failure modes analysis, FMEA. Здесь мы смотрим на картирование потока создания ценностей, на анализ неисправности и их последствий. And basically, she looked at all of these things to work out how patients interact with the nurses, how the equipment's being used. Чтобы понять, как пациент взаимодействует с сестрами, как используется оборудование, посмотрели на картину в целом и сократили весь процесс, чтобы пациенты теперь гораздо быстрее проходили обследование и получали результаты. Right. The next example is Следующий пример. Pathology. This is another big hospital, and these people do blood, тоже urine, из all that sort of standard крупной testing. больницы, где исследуют на патологии кровь, мочу и так далее. And you can basically what they did very simply was to say, well, firstly, let's Достаточно простую вещь сделали. Сказали, давайте просто посмотрим, как у нас выполняется процесс, картируем поток создания ценностей, и потом они применили методику СМЕД, или быстрой наладки, то есть выделили наиболее важные этапы процесса и подумали, как можно их таким образом выполнять, чтобы у нас был бесперебойный поток процесса, и что самое важное, чтобы все оборудование было таким образом расположено, чтобы образцу с кровью, например, образцу крови не приходилось ожидать обработки. Адаптировали рабочее место, сменили расстановку для того, чтобы наладить вот этот поток работы. They find, as you see on the little box on the left-hand side, 62% of non-value на 62% удалось сократить недобавляющее ценность время, что очень непросто. So this is when they look at the to reduce the errors, because the things are better organized, they're less likely to make mistakes. Ошибки, потому что вероятность ошибок понизилась из-за улучшения планировки. Процесс происходил более ровно, быстро, стал лучше контролируемым, и они также исключили 42 этапа процесса,
усовершенствовали 30 that дней. means staff save 45 minutes of movement time, walking backwards and forwards. Теперь сотрудники экономили 45 минут перемещений в день. И продолжительность каждого анализа сократилась на 22%. Это значит, что теперь можно каждый день на 20% больше выполнять. And so those of you who may remember watching car racing, Formula 1 car racing, you see these people changing cars. Смотрели гонки Формулы-1, помните, как за 2 секунды меняют шины? Вот это подобная ситуация. То есть мы смотрим на самые важные этапы. Вот, гоночная машина должна стоять как можно меньше. То есть здесь 2 минуты всего меняют шины. В данном случае мы рассматриваем процесс, мы тоже смотрим, что самое главное. И главное — это образцы крови и так далее. Соответственно, мы должны наладить бесперебойный их поток. Я говорю о том, что это более сложный анализ, потому что здесь мы должны смотреть на целостную картину, не только на физическое перемещение людей на основе диаграммы спагетти, but also move all the tools so that the перемещение всех инструментов, чтобы and she also looked at all the things they do, the entire value stream map and the process mapping. So it's more complex. Все, что выполняется в рамках вот этого процесса создания ценностей от начала до конца. So we have gone through quite a few examples. Уже достаточно много примеров посмотрели. Сейчас давайте выделим из них общие моменты. Как правило, для улучшения нужно выйти на процесс, нужно рассмотреть процесс, например, анализа образца крови или чего-то еще, определить, что вызывает проблемы, собрать информацию о проблеме, достаточно быстрый анализ провести, а потом, самое главное, это последние 2 пункта, необходимо проанализировать информацию и выработать простые, легкие и практические решения. И после реализации этих улучшений нужно провести обучение и коммуникации для сохранения достигнутого. Почему я предлагаю рассматривать легкие, простые и практические решения? Причина в следующем. Для команды легкое решение означает, что она может быстро его реализовать. Для сотрудников легкое означает, что они не будут совершать ошибки. Простота решения означает, что его нужно быстро развернуть. Для команды больницы означает, что все могут это сделать. Практичность решения означает для Lean-команды, что больница быстро получит преимущество от этого решения. Больницы практичность означает, что это разумное решение, которое для всех имеет смысл. Не совершаем ошибки, мы все можем это сделать, это для всех имеет смысл, значит и преимущество мы получим гораздо быстрее. Я хотел бы поделиться общим процессом улучшений. Мы согласовываем стратегию и план, в данном случае это качественная реализация LEAN. And the next one is assess needs and capability, which is what do we need to deliver? Оцениваем потребности и мощности, то есть то, что нам нужно сделать, и каким образом мы это реализуем, есть ли у нас необходимые навыки, оборудование, люди для этого. And then we look at a value stream mapping and a process mapping. Value stream for the high level, process for the копирование потока, создание ценностей высокого и низкого уровня. And from there we can identify problems. На основании этого мы можем выявить проблемы. And then we can look at it in 3 ways. One is we can improve the workplace, the bottom box, the green box. У нас зеленым отмечено, что мы можем улучшить рабочее место, сделать перестановку и так далее.
Желтым цветом обозначено, что мы можем улучшить процесс, изменить этапы процесса, какие-то исключить и так далее. Верхняя часть оранжевым цветом обозначена, если процесс вообще никуда не годится, и нам нужен совершенно новый процесс. And you can see generally that this is going to be the more expensive option and more time takes to make it, but этот вариант требует больше времени и усилий, но если первые два не работают, то приходится его применять. Now, if you look at the next set of boxes on the right, for the смотрите на следующие диаграммы, рассматриваем проблемы, мы решаем их, реализуем решения. For the new process, we had to design a process that has minimized the problems through design. Проектировать процесс изначально. In Lean, it's called Pokayoki. Проблем. В методике Lean есть инструмент Pokayoka, по которому вы тоже можете обращаться. И потом мы внедряем новый процесс разработанный. And then we really need to report back on what we've done. Мы должны отчитаться о сделанном, контролировать достигнутые преимущества и заниматься непрерывным совершенствованием. Знания, которые мы получили, используются при обучении и развитии персонала. Это то, что внизу у нас. Занимаемся коммуникациями, рассказываем людям, что происходит, и обеспечиваем признание и вознаграждение людей, которые этим занимаются. Now, I mentioned the balance scorecard earlier. Я уже упоминал карту сбалансированных показателей. И я хотел бы показать вам, как легко заниматься анализом. Синим цветом обозначены аспекты, связанные с финансами. Здесь нам необходимо три основных фактора учесть. One factor is cash flow, how much money is flowing through the process, how much money is flowing through our company, our hospital. То есть сколько у нас денег поступает в больницу, в организацию. The next area is cash in hand, which is how much money we have available in the bank or at the hospital. То есть сколько у нас в банке или в больнице на руках средств для выплаты зарплаты и так далее. Наконец, третий аспект – это прибыли. То есть сколько денег мы зарабатываем. Это три аспекта, связанные с финансами. То есть деньги, которые у нас в наличии, деньги, которые через нашу систему прокачиваются, и общая картина. Красным цветом обозначен потребитель, заказчик или пациент. Мы смотрим на уровень его удовлетворенности. Каким образом мы с ним коммуницируем. Каким образом мы развиваем отношения с ними. Зеленым цветом обозначен аспект, связанный с сотрудниками. Мы оцениваем их квалификации, насколько сотрудники мотивированы, и их, опять-таки, развитие, повышение квалификации, приобретение новых навыков и так далее. Оранжевым цветом обозначены наши процессы. Каким образом мы наши процессы совершенствуем? Эффективность. Это то, как мы используем имеющиеся у нас ресурсы для достижения цели. Эффективность, точнее результативность, это насколько хорошо мы их используем, и именно необходимое количество ресурсов для выполнения данной работы. В моей работе измеряю вот по этим 12 параметрам. Тоже можно отметить от 1 до 5 в баллах воздействие каждого улучшения на вот эти 12 аспектов. Таким образом оценить суммарно каждое улучшение.
Если не очень, то можете обратиться в компанию Рукпром, которая вам с этим поможет. So now we got to the point where we say, okay, we have all these ideas. We're going to start making, we measure the impacts. We identify the Говорим, problems. что We're у looking нас for есть improvement. все эти We analyze идеи, the causes. How мы we get it happening. выявили проблемы, измерили эффект каждого решения, проанализировали причины, и теперь пора уже непосредственно воплотить это на практике. And I'm going to recommend a very simple method for teams to think about Я how we're going to go порекомендую forward. очень простой метод для команды. So the starting point is you ask, okay, Небольшая техническая пауза, 30 секунд. Just about 30 seconds we will replace the slides. Okay. Okay, let's continue. Okay, sorry about the slides. And now we can see it Прошу properly. прощения за заминку с слайдами. Теперь перевод. Yes, my apologies. The 5 questions is, the first question you ask is, what are we going to do? Первый вопрос, который мы задаем, это что мы будем делать. When you answer that, you have an outcome. И ответив на этот вопрос, вы получаете желаемый исход. And for the outcome, you can set objective and targets. На основании этого желаемого исхода мы ставим задачи и цели. The next one is, how will we do? Следующий вопрос – это как мы будем делать то, что собираемся сделать. And you answer that question, you have a method. Ответив на этот вопрос, мы получаем метод. When you have a method, you can start measuring Когда у performance нас есть outcomes. метод, мы можем начинать измерять показатели результативности. The third question is, again, simple. Третий Who will вопрос help us? – кто нам поможет? And that gives you the actual team. Таким образом, мы собираем команду. Их еще нужно будет коллег из больницы вовлечь в этот процесс. Например, санитаров или сестер, которые занимаются ультразвуковыми обследованиями, санитаров-носильщиков, сотрудников регистратуры, фармацевтов и так далее. То есть мы смотрим на различных партнеров, которых мы к этому привлекаем. And the next question is, when shall we start and finish? Следующий вопрос – это когда нам нужно начать и закончить. And that gives you a timetable. Результатом этого является график. And finally, you ask, why are we doing this? Наконец мы спрашиваем, а зачем мы это делаем? You list the benefits. И это позволит нам перечислить преимущества. Now, if you look at the box on the right-hand side, by answering those 5 questions, you actually have a very, very simple project plan. На эти вопросы вы получите очень простой план улучшений. Вам нужно объяснить коллегам или начальнику, или другим людям в команде. Ответы на эти 5 вопросов создают у людей ясное представление о том, что, как и зачем мы делаем в плане совершенствования. Сейчас я бы хотела, чтобы вы подумали о следующем. Я предлагаю сейчас сделать упражнение, может быть, не сейчас, потому что у нас немного времени уже заканчивается, но достаточно полезное упражнение.
Вы выбираете ситуацию, спрашиваете себя, что вы хотите сделать и так далее. Вы можете это сделать в свободное время, и если вы потом результаты отправите в Оргпром, они вам могут помочь с улучшениями и так далее. So what I'm asking you to do is to take the sheet that they have provided you. И я вас попрошу также взять бланк для третьего упражнения, ссылка на которое было предоставлено. Здесь мы тоже смотрим на 10 типов потерь, о которых мы уже говорили, оцениваем в баллах, насколько они серьезные, суммируем. На основе этого расставляем приоритетности, потом указываем, кто вам может помочь в решении этой проблемы, в сокращении этой потери. И это уже позволит вам перейти потом от простых к более сложным действиям. Well, this is really coming to an end, so thank you very much Наш for your attention. вебинар подходит к концу. Большое вам спасибо за внимание. And if you have any questions, please, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, и мы постараемся на них ответить. We have some questions in the chat. Okay, so I will read them now. Thank you. So, you said that a manager walked the process. Could you please specify the role of the manager in improving the process efficiency in a lean clinic? So, we are talking about the chief medical officer of a hospital or head of a medical center. So what is their role in improvement? Okay, if you are talking about a walk-in center, the manager looks after the day-to-day operations. He or she руководитель смотрит на операции. They basically look at the situation, they can coordinate, because most руководитель занимается координирующей деятельностью, потому что большинство медиков специализируются в чем-то одном, в своей области. Глава медицинского учреждения видит общую картину, соответственно, он или она отвечает за расходы и доходы своего центра или больницы. То есть этот человек должен быть не только в медицинском плане специалистом. Главврач должен поговорить с тем, кто отвечает за операции, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит. Потому что главный врач должен соотносить стратегические аспекты с операционными, и ему или ей нужна для этого информация. Я ответила на ваш вопрос? Okay, let's move to the next question. Okay. What do we need to do to sustain the achieved gains and turn these changes into the corporate culture, build them into the corporate culture? Okay, right. There are many ways to do these sustaining gains. Существует много способов сохранения достигнутых результатов. И, как правило, не существует возможности, по крайней мере, в Великобритании нельзя деньгами людей вознаграждать. Здесь речь идет о проявлении уважения к людям, внимания к ним, о не денежном вознаграждении, не финансовом. And not everybody does it, is to say thank you. Хотя не все это делают, это просто говорить спасибо искренне от души. And also to make it easy for people to come up with ideas. So people say, I think something isn't right. Человек говорит, мне кажется, что что-то неправильно, то нужно поощрять людей, озвучивать проблемы, чтобы люди этого не боялись. And then recognition of things, basically hospitals have знание тоже
Например, у больницы есть сайт, есть информационная рассылка для сотрудников. Если человек подал идею улучшений, и мы получили от этого какие-то преимущества, то расскажите об этом, опубликуйте фотографию этого человека. Пусть этот человек поговорит с другими сотрудниками, чтобы показать, что мы все в одной команде. Проявите вот это вот уважение и признавайте заслуги всех сотрудников по максимуму. Reward can be something very simple. It can be a certificate of an improvement idea, or maybe an award for quality or некое свидетельство или приз, премия, награда за качество. Просто чтобы человек осознал, что мы таким образом делаем жизнь лучше, улучшаем жизнь. Культура должна быть такой, чтобы люди понимали, что они могут о чем-то говорить, обсуждать проблемы, и им ничего за это не будет, и что руководство к ним прислушается. Однако, конечно, не нужно, чтобы люди с какими-то безумными идеями приходили. Обычно мы рекомендуем, чтобы она не состояла, обсудила идею сначала, а потом пришла с ней к руководителю. Потому что если эта идея исходит от целой команды, и каждый со своей точки зрения убедился в том, что это будет работать, это не один человек со своей идеей. Если вся команда признала, что эта идея стоящая, то тогда уже ее можно реализовывать. Okay, next one. Ключевые слова. So, what would you recommend to persuade the regular staff to implement 5S at their workplaces? Because people are used to the way things are, and when you try to implement 5S, they consider it as an intrusion into their personal space, so to say. So what key words, so to say, do we need to use to persuade people? Well, several ways. Number one is to say to them, if you are the boss today, способов. Например, можно сказать, если бы вы были начальником сегодня, что вас раздражает, что можно изменить к лучшему? And secondly, you say, what annoys you about the working situation? Can you Можно find спросить, everything? а что вас раздражает в нынешнем положении дел? Все ли вам легко находить? Легко ли вам работается? And really, the third thing is ask them. Третье, это можно спросить людей, а можно ли что-то делать лучше? И показать им примеры из других больниц, где это было сделано. Фотографии до и после. Одна команда согласится применить это у себя, и вы тоже делаете фотографии до и после, и потом уже показываете на других участках, что в нашей больнице люди это сделали. Это несложно, вот пойдите поговорите с ними, это было у нас сделано. Главное это спрашивать, как можно сделать лучше жизнь для пациента и упростить вам работу. Более, если у нас нет свободных средств денежных, то приходится инновационные решения предлагать, а не просто основанные на денежных вливаниях. Правило, опыт, почти каждая команда, которая действительно настроена на позитивный результат, им просто нужно, чтобы их кто-то немного стимулировал и сказал, что можно попробовать, что вас не накажут, ничего страшного. Хорошо? How do you implement Lean if the management is not interested in that? Okay, this is when things become a little bit difficult, right? Когда руководство заинтересовано, все, конечно, становится сложнее. Я использую разные инструменты. Если руководитель не заинтересован, есть несколько инструментов. Во-первых, можно сказать руководителю, что это нам позволит сэкономить средства. Тогда финансовый директор заинтересуется.
Во-вторых, если мы сократим потери, то это может на окружающую среду хорошо повлиять. And one of the things I know that nobody wants to be caught is that nobody wants to say, I don't care about sustainability. Никто вот не хочет, чтобы про него сказали, что его не волнует устойчивое развитие. Скажем, потери устойчивому развитию, то гораздо легче в этом убедить руководство, потому что мы говорим, что мы не просто деньги экономим, мы сокращаем потери и за счет этого улучшаем жизнь всем. Можно сказать, посмотрите на все эти примеры, затраты здесь совсем небольшие, и реализовать все эти идеи очень просто. Как правило, можно это сказать, и еще можно посмотреть на решения в области персонала. Можно сказать, повышается, квалификация повышается, то есть можно использовать вот это вот аргументы из области морального духа, устойчивого развития процесса. И, наконец, если мы сокращаем ошибки, мы можем сказать, что мы таким образом спасаем жизни людей, то есть люди не гибнут из-за наших ошибок. I found all of these combined or singly can work. You may need to find different или по отдельности эти аргументы работают. Может быть, нам потребуется найти в организациях так называемых чемпионов, которые будут защищать это перед руководством, но, в принципе, это вот можно так сделать. Okay. Хорошо. When you implement Lean, does it cause layoffs? Layoffs in your experience. So you make processes more efficient. So do you fire people because of that? Right. The thing about Lean is that people in Britain, like everywhere else, is scared. В Великобритании, да и во всех остальных странах, конечно, люди боятся, когда они слышат слово вот, бережливость, да, сокращение затрат, они боятся, что их уволят. But the thing is, we also say to people that if you мы save также 10% людям of говорим, time, что если вы сэкономите 10% времени, that means you can actually это work означает, что вы сможете работать в темпе, который гарантирует качество, вам самим комфортнее, вы профессиональнее работаете, и вы можете лучшее обслуживание предоставить пациенту. Если вы не заполняете бесконечные бланки, не перекладываете туда-сюда бумажки, то это ценное время, которое вы потратите на обслуживание пациента, более качественное. И вы также можете повысить мощности клиники, больницы и так далее, и она сможет больше пациентов обслуживать. Тот же бюджет. То есть страх этой увольнения, это, конечно, финансовый страх, но мы просто говорим, что вы сможете лучше выполнять свою работу. И все, с кем я общался в больнице, говорят, что они работают в бесконечном цейтноте, времени ни на что не хватает. Если бы хотя бы 10-20 минут в день было дополнительно, мы бы лучше работали, потому что сейчас просто ошибки из-за бесконечной спешки получаются. Просто нужно аргументировать это таким образом, что мы повышаем эффективность, повышаем результативность. И таким образом корпоративный дух, моральный дух тоже у людей повышается. Хорошо. Do you think it makes sense to spend the resources and build the process management in a medical institution? That is, when you describe processes, when you set the limits, input, output, and so on, so the process management approach? Or is it just enough to make some individual improvements in certain places, in certain areas, and then include these improvements in standard operating procedures, in standards?
Я считаю, что здесь есть два варианта. Если у вас есть поддержка высшего руководства, и если вы можете рассмотреть процесс целиком, как правило, по моему опыту, людям нужна уверенность в том, что Lean можно принять, что это не слишком сложно, поэтому я рекомендую сначала провести 1-2 небольших проекта, продемонстрировать результаты, преимущества. Небольшое число людей в командах улучшений приобретут навыки улучшений, которыми они могут поделиться с другими. Также они смогут объяснить своим коллегам, что это все достаточно просто реализуется. Набравшись опыта, сотрудники уже смогут подумать о процессе в целом, смогут рассмотреть его комплексно, целостно. И на этом этапе я считаю, что нужно пообщаться с другими больницами, где это уже было сделано, поговорить и другие, чтобы понять картину в целом. И что еще важнее, нужно подумать о лучших практиках из других мест, чтобы учиться на чужом примере и применять это у себя. Я начинать с точечными, отдельными проектами улучшений для получения опыта, а набравшись опыта, когда у вас уже будет несколько команд, которые умеют реализовывать улучшения, тогда можно уже более глобально рассматривать бизнес-процесс в целом и все бизнес-процессы даже. Okay, thank you. Thank you. How can you organize the process when we have a severe personnel deficiency? So we lack about 50% of the staff we need. We have half the people we need. Okay. Well, the first thing you need to do is look at whether any steps in the process actually do not. Есть ли в вашем процессе этапы, которые не добавляют ценности, то есть ничего не достигают? То есть нужно рассмотреть, что действительно необходимо. Посмотрите, какие действия не добавляют ценности. И эти этапы необходимо оценить. Мы сейчас тоже сталкиваемся с дефицитом персонала, у нас недостаток квалифицированного персонала, поэтому нам необходимо совершенствовать процессы, потому что и ни на новый персонал, ни на новое оборудование средств тоже нет. Так что нам приходится сокращать, скажем, объем ненужного документооборота. And for every workstation, you almost say, let's have a standardized process or something, so that we can work as efficiently as we can within that situation. And also, my suggestion is that if you have any small successes, еще если у вас есть небольшие успехи, опубликуйте их в местных газетах, например, чтобы дать людям знать, что это интересная профессия, что она дает результаты, дает моральное удовлетворение. Вот местные газеты, местные телеканалы, им всегда интересны хорошие новости из данной местности. Поэтому, если вы реализовали проект у себя, который принес пользу пациентам, как те примеры, которые я вам показывала, если вы опубликуете об этом информацию, и люди об этом услышат, то через какое-то время больше людей станут проявлять интерес к медицинской профессии в вашей области. Это, конечно, очень трудная проблема, действительно. Можно ли применить процессы в медицине? Я могу привести дословно, но мне кажется, что это не будет понятно. Пойму, да. То есть инструкционные имитируются производственные процессы. Можно ли в медицине? In manufacturing, they sometimes create a kind of simulation or mock-up process to train employees and train employees how to make improvements. Like the McKinsey has these process factories.
So can something similar be done in a healthcare environment, some kind of simulation for training personnel? What do you think? Yes, I think you can. Да, я считаю, что такую фабрику процессов в медицине применить можно. Yes, first thing you need to do is look at the В process, первую as I очередь showed you one of the earlier рассмотреть slides, процесс. as На одном design из process. первых слайдов я вам показывала, то есть вот как процесс And then you look at спроектирован. the Потом actual мы current смотрим state. на фактическое текущее состояние. And then you can say to people, okay, we need to Нужно improve these сказать, areas. нам ask them, необходимо where would you see улучшить the вот эти improvement? вот How would you участки. do it? Где, что можно улучшить, как это можно улучшить. So it really is take them through a problem-solving session То about есть the просто нужно potential провести problems you сессию can have, решения проблем с like людьми, using о something like потенциальных vision analysis, or проблемах, the root например, cause диаграмму analysis. Исикава или анализ первопричины Get использовать. them through the training by saying, well, how would you solve it? And then bring out the issues, like what sort of problem do we expect? Are there any risks? What can Проблемы we do мы with it? ожидаем, что And get можно them to сделать start по этому thinking. поводу. And И I think чтобы because every люди начали об activity этом is sort of задумываться. every hospital is unique. It's difficult to have Каждая a generic больница model. уникальна, поэтому сложно какую-то общую модель составить. Но Everybody можно... coming in for cancer treatment has a certain cancer process. У нас Stroke есть has a certain определенный stroke общий process. процесс для And you can look at онкопациентов, those для and say, пациентов okay, с how would we do this? сердечным How can we приступом, improve? с инсультом и так далее. Можно to подумать, understand как the это можно process сделать, как это можно and улучшить. almost И train them добиться by through понимания этого discussion and процесса, то planning есть как бы and обучать look at людей how за these счет things can be такого вот improved. обсуждения того, что можно в процессе улучшить. And of course, get more professional, more experienced people to explain how they do this, and then get the Конечно, newer people to ask профессиональные, questions. опытные Why are люди you doing должны this? объяснять, Why do we do this? чтобы новые люди могли задавать вопросы, а вот это вы почему делаете, вот это зачем, чтобы вместе добиваться улучшений. In many of your case studies, you quoted the savings. For example, you saved like 100,000 pounds and so on due to your improvements. So how can you say that you saved so much money if you didn't fire the nurse? So you said that you saved like an equivalent of 35,000 pounds of nurse's time, but you didn't fire the nurse, so you didn't save it. No, you didn't fire the nurse, but what you don't have to do is because you're doing the job efficiently, you don't have to hire an extra За счет nurse. того, что персонал работает эффективнее, нам не приходится нанимать новых сестер, сотрудников и так далее. Еще если посмотреть на время работы, то добавляющая ценность времени значительно возросло после улучшений, а не добавляющая ценность времени сократилась. За счет этого мы и говорим, что, допустим, там 35 тысяч фунтов было сэкономлено. На самом деле я использую денежное выражение для представления результатов, и часто можно таким образом убедить руководство, когда мы говорим, мы сэкономили столько-то времени, что эквивалентно такой-то сумме денег. И вам не придется теперь нанимать новый персонал, плюс у вас еще другой экономический эффект, это в счет того, что не нужно, например, лишние медикаменты закупать, у нас страховые выплаты сокращаются, нам не нужно компенсации выплачивать за медицинские ошибки пациентам и так далее. На самом деле мы смотрим, сколько у нас добавляющего времени ценности, то есть то, что должна делать сестра в свое рабочее время. То есть это означает, что если у нас такой экономический эффект, значит нам не приходится нанимать дополнительный персонал на выполнение этой работы. The next question is about observing patients. So when you are mapping the value stream, you have to go, work the process and do direct observation. But if you are dealing with actual patients, don't they mind being watched by a group of strangers? What about the doctor-patient confidentiality issue? Did any of the patients object to these efforts? Understand. Generally, when we look at the patient stuff, В целом,
когда мы смотрим на проходим этот поток с пациентом, как информация. Конечно, если мы говорим, что путь от палаты до операционной занимает 20 минут, тогда, может быть, мы действительно идем рядом с каталкой пациента, но мы не присутствуем во время медицинских процедур. Просто мы смотрим на процессы, связанные с документооборотом, с передачей информации, с заполнением бланков, сколько информация ждет, пока на нее отреагируют и так далее. То есть мы вот такое время в основном анализируем. Мы не находимся непосредственно с пациентом, когда у него берут анализы и так далее. А когда мы говорим об улучшениях в палате, то консультант общается с сестрой, а потом сестра занимается результатом вот этим улучшением. А консультант просто надевает белый халат, он подходит к сестре, общается с ней, все просто считают, что он врач. То есть не обязательно прямо вот стоять буквально над пациентом, над его койкой, чтобы наблюдать процесс. The next question is about how you can organize the follow-up and control of the processes that you have improved. If you don't have key performance indicators that you can take from the software, could you give some examples about organizing this kind of follow-up and control? The key performance indicators will be what people achieve. For example, they said we reduced the errors in drug dispensing by 60%. Допустим, мы сократили на 60% ошибки при выдаче медикаментов. И это становится новой целью. И после этого мы смотрим на этот процесс с этой точки зрения. Но обычно команда, которая подала эту идею, должна сама контролировать последующую ситуацию, а консультант только по мере необходимости оказывает им поддержку и приходит туда. Также мы должны ставить реалистичные цели и понимать, что в какие-то недели просто что-то будет идти не так по разным причинам, и немного наши показатели будут снижаться в какую-то неделю. Но если мы понимаем причины этих отклонений, то это не страшно. Например, у нас часто бывают эпидемии гриппа, и если к нам много пациентов поступает в эпидемию, то это усугубляет некоторые проблемы, но это нужно учитывать. Что касается контроля ключевых показателей эффективности, то это связано с работой командой. Команда должна принять на себя ответственность и отвечать за эти показатели. И если что-то идет не так, они должны объяснять, почему. Поэтому очень важно проводить командное совещание, чтобы обсуждать результаты, допустим, раз в неделю с разными сменами, и при пересменке должно быть тоже время на обсуждение этих вопросов и так далее. Okay, thank you. The next question is if you encounter equipment failures or software failures, how do you solve these problems in your clinic? In the clinic, there isn't a lot you can do. I mean, if equipment fails, можно сделать очень много. Если происходит сбой техники, значит, это проблема. Давайте разделим это. Если у нас сбой техники, то оператор, то есть кто работает на этой технике, должен быть первым человеком, который об этом сообщает. При каждом использовании аппарата тот, кто им пользуется, сестра и так далее, должен об этом сообщать в основной форме, и должен быть запасной вариант. Что касается программного обеспечения, это уже совершенно другой вопрос. Например, простой вопрос,
Если у вас есть широкополосная связь, все работает быстро, если нет, то медленно. Это уже вопрос инфраструктуры. Но нужно подумать о том, как наладить отношения с айтишниками и включить их в команду. Конечно, если уже что-то пошло не так, то здесь мало что можно сделать. У нас в начале этого года была большая проблема в Великобритании, когда вот этот вирус WannaCry атаковал больницы, и больницы у них просто закрылись. Они закрылись, потому что они не были в состоянии функционировать. Это показатель того, насколько у нас устойчиво спроектирована информационная система. А, как правило, медицинский персонал на это внимания не обращает. Очень сложно эту проблему решить на уровне обычных работников медперсонала.